Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем вот такой красивый ажурный узор спицами, он двусторонний. Я его специально вот так вот растягиваю. Посмотрите, какой он интересный. В свободном состоянии он достаточно такой сдержанный. Наверное, я подобрала все-таки не тот оттенок пряжи для вязания на камеру. В следующий раз буду вязать все-таки из светлых ниточек. Не так хорошо он раскрыт в этой пряже, этот узорчик. С изнаночной стороны он выглядит точно так же. Раппорт узора составляет всего 3 петли и 1 ряд. Свяжете вы такую красоту очень-очень быстро. Здесь в 100 граммах у меня 550 метров. Спицы я взяла 4 миллиметра. Можно взять и побольше спицы. Если любите такой более мелкий узор, то можно взять, конечно, спицы меньшего номера. Узор идеален для вязания зимних изделий, шарфов, палантинов, накидок, ну и каких-то летних маечек. Для образца я также связала узор точно такой же в гладкой пряже. Вот так он выглядит на гладкой блестящей пряже. Двусторонний узор. Вот так. Здесь я вязала на более тонком инструменте. И пряжа здесь еще потолще. Здесь примерно 115 метров в 50 граммах. И спицы я взяла 3,5 миллиметра. Получился достаточно плотненький узор. Для узора набираем такое количество петель, чтобы оно делилось на 3 плюс 2 кромочные петли. Итак, возьму для образца 12 петель плюс 2 кромочные. Итого 14 петель. Набираем обычным способом. Можете набрать петли любимым вашим способом. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Одну спицу я достаю и начинаем наш раппорт. Кромочную первую петлю я всегда провязываю лицевой, затягиваем край и начинаем вывязывать наш узор. Правую спицу вставляем за переднюю стенку петли, провязываем лицевую, делаем накид, вот так накид, заводим спицу за нить и далее провязываем 2 петли вместе за задние стенки лицевой. Снова лицевая за переднюю стенку, накид, 2 петли за задние стенки лицевой, лицевая, накид, 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой. Снова лицевая, накид, 2 петли вместе за заднюю стенку лицевой петлей и кромочная, либо изнаночная, либо лицевую, как привыкли вязать. Второй ряд. Раппорт узора, повторюсь, составляет всего 3 петли и 1 ряд. То есть мы сейчас будем наш раппорт просто повторять. Кромочную снимаем, далее у нас идет лицевая, накид, то есть у нас над накидом получается накид. И у накида идет вот эта вот задняя стенка, и у следующей петли также задняя стенка петли. Вводим спицу за обе задние стенки петли, провязываем одну лицевую. Далее лицевая за переднюю стенку, накид, над накидом, очень удобно ориентироваться. И за задние стенки мы вяжем одну лицевую из 2. Готово. Лицевая за переднюю стенку, накид, за задние стенки накида и следующие петли лицевой провязали. Лицевая, накид,
2 петли за заднюю стенку. Очень простой узор. И повторяем один и тот же ряд. Здесь у меня более толстые нитки, спицы 3,5 миллиметра. Получится более плотный узор. Итак, кромочная, лицевая, накид над накидом. Из 2 петель вывязываем 1 лицевую. Скинули. Лицевая, накид, из 2 петель за задние стенки 1 лицевая. Скинули. Лицевая, накид, из 2 лицевая 1, скинули. Лицевая, накид, из 2 петель 1 лицевая и кромочная. Вот так выглядит этот узор поближе. Очень-очень простой. За счет накидов над накидом, вот где вот у нас вяжется накид над накидом, получается как бы такое переплетение накидов зигзагообразное. Покажу на этом образце. Вот так вот. Очень необычно. Вот так этот узор выглядит вблизи. Если этот узор вам понравился, видео было интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и до встречи в новых видео. Пока!